Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о знаках, которые укажут на то, что перед вами женщина-ведьма. Поэтому обязательно присмотритесь внимательно. Если увидите, то знайте, что именно это и есть ведьма. Давайте вместе с вами будем разбираться. Вы знаете, многие, представляя ведьму, каждый из нас способен делать это по-разному, так как полет фантазии, связанный с данным образом, довольно-таки разнообразный, я вам скажу. Но большинство из нас в данном случае представляет себе старую женщину с редкими седыми волосами, где-то с большим горбатым носом и бородавкой на нем. У нее в руках должна быть палка, глядя на нее, у человека должен обязательно возникать страх. Но на самом деле ведьма – это женщина, которая имеет очень сильную энергетику, благодаря чему она способна влиять на жизни других людей. На некоторые положительно обращаем на это ваше особое внимание, а на некоторые, к сожалению, отрицательно. Ведьма способна устанавливать связь с различными силами, которые не подвластны обычным людям, и даже с теми, о существовании которых человек может даже не догадываться. Есть разные виды ведьм. Они стремятся использовать свою силу, и тем самым они стараются помогать людям, которые действительно нуждаются в помощи. Тем людям, у кого в окружении будет такой человек, вы знаете, даже очень повезет, так как если между ними возникнут близкие отношения, то знайте, что такой человек всегда будет под сильной защитой. Ну, а есть ведьмы, которые используют свою силу для того, чтобы приносить людям беды, проблемы, несчастье, а в моменты, когда человек получает вот этот негатив, они испытывают удовольствие, и во время происходящего выплеска энергии они отбирают нужные для них, что способно ослабевать энергетику такого человека. Но есть еще одна категория ведьм. Это те, кто стараются держать свои способности в секрете, не афишировать их и использовать только для себя. Запомните, что в первом и во втором случае нужно знать, как распознать ведьму, чтобы понимать, есть ли в вашем окружении человек с такой силой и что вам нужно будет от него ожидать. Итак, по каким же основным признакам вы сразу сможете определить ведьму? Главное, научитесь наблюдать за людьми, оценивать их действия, не испытывать при этом никакие эмоции, потому что именно эмоции могут помешать вам найти вот этот правильный ответ, потому что, знаете, когда вы знаете, кто в вашем окружении, вы точно понимаете и знаете, как вы можете влиять на ту или иную ситуацию, или в той или иной ситуации, как вам нужно остерегаться или быть осторожным. Итак, друзья, давайте с вами разбираться. Итак, первым признаком, который отличает ведьму от других женщин, это взгляд. Посмотрев ведьме в глаза, это никого, даже человека с достаточно сильным биополем, не оставит равнодушным. Кто-то в такой момент может сказать, что ее глаза бездонные, что в них смотришь как вглубь бездны, океана, и что в них возможно даже раствориться. У кого-то такой взгляд, к сожалению, вызовет страх, у кого-то даже восторг. Кто-то в этот момент влюбится в такую женщину и не будет далее представлять без нее свою жизнь. В основном цвет глаз у ведьмы – это все оттенки зеленого, но помните о том, что чем выше ранг ведьмы, тем цвет глаз будет ярче, или же это будут глаза черного цвета. Бывают и остальные оттенки, но такое встречается, как правило, очень редко. Ведьмы любят смотреть людям в глаза. Они в это время не отводят никогда взгляд и порой даже очень редко моргают, так как они в такой момент заглядывают вам в душу, стараются изучить вас, понять, а на что же вы способны и что от вас можно ожидать. Если ведьма к вам испытывает неприязнь, то в такой момент она способна притянуть к вам негатив и, возможно, в какой-то степени загипнотизировать вас, что скажется как на вашем самочувствии, так даже и на необдуманных поступках, которые вы начнете совершать вопреки тому, что ранее это было бы ни при каких обстоятельствах не свойственно вам.
Самый простой пример, девочки и мальчики, это цыганка. Есть цыганка, это просто цыгане, а есть действительно настоящие цыганки-ведьмы. И вот действительно, если она, не дай бог, посмотрит вам в глаза, то вы не только отдадите ей свой кошелек, но даже ключи от машины и квартиры. И это мы не хотим никого обижать, ни цыгане, никого, но вот именно самый яркий пример. При этом задавая человеку потом вопрос, а как же он так сделал, что отдал деньги, отдал буквально волосинку свою с головы и так далее, человек не может даже вспомнить, а что же было. Поэтому старайтесь никогда незнакомым людям, особенно если вы на интуитивном уровне иногда чувствуете, что что-то здесь не так, не смотрите в глаза. Если вы не можете при общении с определенным человеком смотреть ему в глаза, это означает, что перед вами ведьма, которая настроена негативно уже по отношению к вам. А если вперед, когда у вас что-то не ладится, вы посмотрите такой женщине в глаза, вы ощутите спокойствие, вы перестанете нервничать и переживать, и через время все возникшие проблемы обязательно решатся сами собой. Если у вас такое происходило, стоит знать, что вы под сильной энергетической защитой именно женщины-ведьмы, которая по каким-то причинам выбрала вас, посчитав, что вы хороший человек, что, возможно, вам нужна помощь. Знаете, иногда есть человечность, и поэтому, если в вашем окружении именно есть такая женщина, она может быть и в коллективе быть, это может быть ваша соседка, это может быть ваша знакомая, которая время от времени появляется у вас на глаза. Цените, пожалуйста, это. Женщины-ведьмы в большом количестве, как правило, это красивые, это ухоженные, привлекательные и видные женщины, которые вызывают одно восхищение как у женщин, так и у мужчин. Им даже часто завидуют. Их кожа чистая и светится здоровьем. Возраст женщины-ведьмы очень тяжело определить. В основном она всегда выглядит моложе своих лет. Так получается из-за того, что вокруг нее очень сильное энергетическое биополе, которое защищает абсолютно ее от любого влияния извне, а это уже благоприятно сказывается на ней. У нее, если присмотреться, будет какой-то изъян, может быть, например, родимое пятно, родинки в необычных местах, но эти женщины умеют их так маскировать и делать так, чтобы это не бросалось в глаза. Часто у них есть большие родимые пятна в недоступных для посторонних глаз местах, поэтому видеть их могут только самые близкие или же родные люди. У них бывают необычные какие-то отметины, глядя на которые возможно увидеть какой-то знак. Это оберег для ведьмы, и он, обращая ваше внимание, придает ей силы. Если у кого-то в вашей семье были метки такого плана, так и знайте, что вы тоже относитесь к таким женщинам, имея силу, о которой, возможно, вы пока просто не подозреваете, или же просто не хотите использовать ее себе и другим во благо. Женщины-ведьмы любят, когда на них обращают внимание, так как в такие моменты они получают подпитку энергиями, которые излучают другие люди. Поэтому они всячески выбирают одежду, которая будет отличать их от других женщин, подчеркивать их индивидуальность и красивые особенности. Они знают, что им нужно выделить, а что наоборот спрятать. Такие женщины часто носят одежду ярких цветов. Она обязательно должна быть из дорогих тканей. Синтетику они не потерпят, так как такая одежда способна перекрывать поступление нужных к ним энергии из-за того, что она еще ко всему и электризуется. Если вы увидите женщину в магазине, которая рассматривала вещь, а затем с неприкрытым отвращением повесила ее обратно, так и знайте, такая женщина перед вами, и даже если на этикетке стоит, что вещь из натуральных тканей, знаете, это не так. Женщина-ведьма любит различные украшения, но на них вы никогда не увидите какую-то дешевую бижутерию, какие-то украшения дешевые. Это будут только благородные металлы, такие как золото, серебро, платина, натуральные камни, которые такая женщина будет выбирать по своему предпочтению, и они будут помогать ей уже энергетически. И у нее вы можете увидеть амулеты с различными символами, которые обычный человек никогда не сможет объяснить.
Женщины-ведьмы часто имеют необычный цвет волос, так как это все оттенки рыжего, так это могут быть очень темные, даже черные волосы, глядя на которые может казаться, что они отливают синевой, а вот белых или же светлых оттенков волос у таких женщин, как правило, не может быть. В основном их волосы длинные, и они не носят короткие стрижки, так как от их длины волос зависит защита их биополя от таких же представительниц. Но если женщина-ведьма обрезает волосы, это означает, что к ней был отправлен достаточно сильный разрушительный посыл, который остановил ее волосы, и чтобы он не прошел дальше, она избавляется от него с помощью изменения длины волос. Эти женщины очень следят за своими волосами, они всячески ухаживают, укрепляют их, любят ополаскивать их травами. Их волосы светятся, искрятся. И такую женщину никогда никто не увидит даже с грязными волосами. Если где-то расчесываются они на людях, они всегда соберут все свои волосы и заберут их с собой. Это происходит у них на энергетическом уровне, потому что они знают, что их энергия напрямую связана с энергией волос, и что если они попадут в руки каким-то недоброжелателям, это ничего хорошего в их жизнь точно не принесет. Кроме того, они могут на время или даже навсегда потерять свою силу. Они не позволят трогать свои волосы даже близким людям. Прикасаться к им волосам имеет только право избранный человек. А если это кто-то сделает, то, каким бы казалось безобидным поступком, может даже сильно разозлить ведьму, получив энергетический ответ от нее, и это вас точно не порадует. Все, что скажет женщина-ведьма, имеет свойство очень быстро сбываться. Она видит будущее, она имеет сильную и развитую интуицию, поэтому если среди ваших сотрудников есть тот, кто предвидит события на день, видит настроение руководителя, присмотритесь к этой женщине, пожалуйста, повнимательнее. Она способна получать от жизни все то, что только пожелает, поэтому в большей своей части, если эта женщина выбирает верный путь и живет в свое удовольствие, она становится успешной, богатой, она ни в чем не нуждается. А если она решает обзавестись семьей, то такая семья окружена только любовью, заботой, отношения только крепкие и только дружеские. Если женщина-ведьма выбирает другой путь и тратит все свои силы на то, чтобы принести вред кому-то, то негатив, который она притягивает в такие моменты, будут ей мешать получать то, что она пожелает. У нее на все не будет хватать энергетических сил. Таким женщинам часто снятся вещи и сны, которые сбываются в короткие промежутки времени, и порой эти сны касаются не только их, но и близких людей. Поэтому, если вам кто-то подойдет со словами, что вам нужно быть осторожными, или же наоборот, что нужно пойти сегодня, например, погулять в парк, вам стоит прислушаться и так и сделать, так как такое действие либо убережет вас от сильных неприятностей, либо принесет в вашу жизнь то, чего вам, возможно, не хватало. Когда это произойдет, вам не придется сомневаться, что ваша подруга или ваш самый близкий родной человек ведьма, но она любит вас и заботится о вашем благе. Зачастую у ведьм непростой характер, но если у вас получается найти с таким человеком общий язык, то вы способны увидеть, что это необычный, целеустремленный человек со своими странными, но интересными взглядами при этом на разные вещи. С таким человеком даже всегда интересно. Итак, девочки и мальчики, теперь вы знаете основные признаки женщины-ведьмы, и вы с легкостью сможете определить такую женщину-ведьму. Но большая просьба, не стоит бояться таких женщин. Вы просто должны знать, кто возле вас находится, и тогда вам легче будет с таким человеком построить отношения. И вы будете знать, что способны получить при общении с ней. Если у вас женщина-ведьма не сложились отношения, старайтесь меньше с ней контактировать. Обязательно выставляйте защиту, и вы обязательно сможете уберечь себя от ее влияния. Если у вас с такой женщиной близкие отношения, то обязательно берегите их, потому что с таким другом не всем везет. Помните, пожалуйста, об этом. И вообще будьте внимательны и осторожны к своему окружению. Очень часто люди игнорируют какие-то подсказки, какие-то знаки и думают о том, что это их не касается. Помните о том, что если в этот данный период у вас
вас появилась в вашем окружении такая женщина, возможно, девочки и мальчики, это неспроста. Возможно, это в какой-то степени ваш ангел-хранитель, который помогает вам, который оказывает вам поддержку. Помните, пожалуйста, об этом. Девочки и мальчики, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.